Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как связать вот такую небольшую салфетку крючком. Я вязал эту салфетку остатками пряжи. Вот такая у меня пряжа, 150 грамм почти и 500 метров. Если честно, я даже не знаю, сколько у меня пряжи на нее ушло, но совсем чуть-чуть. В этой салфетке всего лишь 9 рядов. Все свои салфетки я блокирую с крахмалом, поэтому она у меня получилась такая жесткая. Мне нравится такой эффект. Как я блокирую, вы можете найти видео по ссылке в описании здесь ниже. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать цепочку из 7 воздушных петель. Для этого я беру вот так нить, кладу на палец, вставляем крючок под нить и прокручиваем по часовой стрелке. И у нас образуется вот такая петелька. И мы теперь уже хватаем нить, придерживаем и протягиваем эту нить в нашу первую петлю и затягиваем. Этот узелок у нас за петлю не считается. Теперь провязываем 7 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вставляем крючок в первую петлю, цепляем нить, которая идет от клубка, и протягиваем ее через все петли, вот так, замыкаем. И вот у нас получилось кольцо из 7 воздушных петель. В это кольцо нам нужно провязать 16 столбиков с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 петлями подъема. Раз, два, три. Первый столбик. Вот этот хвостик я сейчас назад вот так буду прокладывать под столбиками и одновременно его прятать. Теперь выполняем накид. Вставляем крючок в кольцо и провязываем столбик с одним накидом. Опять накид, в кольцо вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. Вот, я провязал всего 3 столбика, то есть 3 петли, это первый столбик, второй и третий. Сейчас я всего в кольцо провяжу 16 столбиков вместе с петлями подъема и вернусь. Итак, я провязал всего 16 столбиков. Теперь вставляем крючок в третью воздушную петлю подъема. Вот у нас второй столбик, вот здесь третья петля подъема. Вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. Все. Таким образом мы завершили первый ряд. Теперь приступаем ко второму ряду. Нам нужно провязать 3 столбика с 3 накидами с общей вершиной. Мы сейчас провязываем сперва 5 петель подъема. Раз, два, 3, 4, 5. Как первый столбик с 3 накидами. Теперь выполняем раз, два, 3 накида на крючок и сюда же в этот же первый столбик, то есть в этом случае в третью петлю подъема, провязываем столбик с 3 накидами, но не до конца. Провязываем только накиды. Вот раз накид, 2 и 3. Оставляем вот так. Опять 3 петли, 3 накида, раз, два, 3. Сюда же вставляем опять крючок и провязываем столбик с 3 накидами. Раз, накид, 2, 3. У нас 3 петли на крючке, и теперь мы их вместе провязываем. То есть вот так мы выполнили столбик с 3 накидами с общей вершиной. Теперь выполняем 8 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполняем 3 накида на крючок. Раз, два, 3. Мы пропускаем следующий столбик и в следующий провязываем 3 столбика с 3 накидами с общей вершиной. Вставляем крючок и провязываем столбик с 3 накидами не до конца. Раз, два, 3. Вот так у нас остается. Опять 3 накида. Раз, два, 3. Сюда же в этот же столбик. Раз, два, 3. 3 накида. И третий столбик сюда же в этот же столбик. Раз, два, 3. У нас 4 петли на крючке, и теперь мы их все вместе за один прием закрываем.
Все, то есть провязали столбик с 3 накидами с общей вершиной. Опять 8 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И опять мы один столбик пропускаем и в следующий провязываем 3 столбика с общей вершиной с 3 накидами. И между ними по 8 воздушных петель. И так вяжем ряд до конца. Провязали ряд до конца, нам остается выполнить последнюю арку, но вместо арки 8 воздушных петель мы выполняем 3 воздушные петли. Раз, два, три. 4 накида на крючок. Раз, два, три, 4. Вставляем крючок в вершину самых первых столбиков. И провязываем столбик с 4 накидами. Раз, два, 3, 4 и уже закрываем. То есть вот таким образом мы выполнили последнюю арку и оказались в центре этой арки, что нам нужно для выполнения следующего ряда. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема. Раз, два, 3. Как столбик с одним накидом. Теперь 4 воздушные петли еще как арка. Раз, два, три, 4. И сюда же, в эту же арку, провязываем 5 столбиков с одним накидом. Накид. И под эту же арку выполняем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4. И 5 столбик. То есть вообще по идее здесь у нас должно быть 5 столбиков, 4 петли, 5 столбиков. Но мы здесь вначале провязали 1 столбик, как 3 петли подъема, и 4 столбика мы сюда добавим в эту арку в конце ряда. Теперь у нас уже раппорт повторяется. Мы выполняем в следующую арку 5 столбиков, 4 петли, 5 столбиков. Сразу же накид. И провязываем в следующую арку 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. И 5 столбиков сюда же. Накид. И под эту же арку опять 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4. 5 столбик. И у нас раппорт повторяется. Мы опять в следующую арку выполняем 5 столбиков, 4 петли, 5 столбиков. И так вяжем в каждую арку. А в конце ряда я вернусь и провяжу здесь это место вместе с вами. Итак, вот провязали здесь последний вот этот лепесток, веер. Вот подошли к первой арке, где мы начинали работу. И теперь в эту арку мы провязываем 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три, 4. И соединяемся с первым столбиком, который у нас был 3 петли подъема. Раз, два, 3. В третью петлю подъема соединительной петлей. И вот так мы завершили ряд. Здесь можно эти столбики немножечко подвинуть. Вот так мы завершили третий ряд. Теперь приступаем к четвертому ряду. Выполняем соединительную петлю в арку. Соединительная. И в эту арку нам нужно провязать 9 столбиков с одним накидом. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид. И сюда же, в эту же арку, провязываем еще 8 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7,
8. То есть вместе с 3 воздушными петлями подъема у нас здесь 9 столбиков. Здесь выполняем 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. И у нас раппорт повторяется. Все столбики мы пропускаем, а уже в следующую арку мы также провязываем 9 столбиков с одним накидом. Раз, два и так далее. Провязываем 9 столбиков с одним накидом. И между этими группами столбиков 5 воздушных петель. Провязали ряд до конца, нам остается выполнить последнюю арку, но вместо арки из 5 воздушных петель мы выполняем 2 воздушные петли, 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами в третью воздушную петлю подъема. И вот таким образом мы завершили ряд. Теперь приступаем к 5-му ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид, столбик с одним накидом сюда же, в эту же арку. Накид и еще один столбик в эту же арку. То есть провязали в арку из 5 воздушных петель 3 столбика с одним накидом. В этом месте 2 воздушные петли. Перед нами идут 9 столбиков. Мы вокруг каждого провязываем рельефный изнаночный столбик, накид. Обхватываем столбик сзади наперед. Вот у нас идет первый столбик. Это 3 петли подъема. Мы прям их хватаем, туда-назад толкаем. Цепляем нить, протягиваем ее сюда. И уже провязываем как столбик с накидом. Только таким захватом он получается рельефный изнаночный. Накид. Вокруг следующего. Также сзади наперед. Вот так обхватываем столбик. Его туда-назад. И здесь цепляем нить. И провязываем столбик с накидом, который получается изнаночный. Накид вокруг следующего. Сзади наперед. Толкаем столбик, цепляем нить. И провязываем. И так выполняем все 9 столбиков. Рельефные, изнаночные. Последний изнаночный столбик с одним накидом. И здесь у нас 2 воздушные петли. И раппорт повторяется. В арку из 5 петель выполняем 3 столбика с одним накидом. Раз, два и третий столбик. 2 воздушные петли. И у нас опять идут 9 изнаночных столбиков. Вот так. То есть у нас вот эта косичка как бы сюда наперед выходит. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали ряд до конца, выполнили последнюю арку 2 воздушных петель и соединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Теперь приступаем к 6-му ряду. Выполняем соединительную петлю между первым и вторым столбиком. То есть вот у нас 3 петли подъема. Это первый столбик и это второй. Прямо между столбиками выполняем соединительную. И провязываем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид. Вокруг среднего столбика мы выполняем рельефный лицевой. Вот так обхватываем спереду столбик, прям за само тело столбика. Цепляем нить и уже провязываем столбик с накидом, который таким захватом получается лицевой. Накид. И между вот этим вторым и третьим, вот так между столбиками, мы также вяжем столбик с накидом. Обычный. То есть вот так у нас по краям между столбиками вяжем столбики обычные с накидом, а вокруг центрального рельефный лицевой. Здесь у нас 2 воздушные петли.
Перед нами идут 9 столбиков. Вот эти арки мы пропускаем, 9 столбиков изнаночные. Мы выполняем накид. Вокруг первого выполняем рельефный лицевой. Также за само тело столбика обхватываем и провязываем столбик с накидом. Рельефный лицевой. 2 воздушные. Накид. Второй столбик пропускаем. И следующий также вокруг него рельефный лицевой. 2 воздушные. Накид. Опять следующий пропустили, вокруг следующего рельефный лицевой. 2 воздушные. Накид. Пропустили опять следующий, вокруг следующего рельефный лицевой. 2 воздушные. Пропустили следующий, вокруг крайнего рельефный лицевой. Все, то есть в этом месте у нас получается 5 рельефных лицевых и между ними по 2 петли. Здесь у нас сейчас также 2 воздушные. И у нас раппорт повторяется накид. Между столбиками вяжем столбик с накидом. Рельефный лицевой вокруг среднего столбика. И столбик с накидом между столбиками. Все, далее опять 2 петли и 5 рельефных вот в этом месте. Таким образом вяжем ряд до конца. Провязали ряд до конца и соединились в третью воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. И так будем соединяться на протяжении практически всей работы. Если вдруг что-то поменяется, я обязательно покажу. 7-й ряд. Выполняем соединительную петлю между столбиками. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Вокруг рельефного столбика выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. 2 воздушные петли. И еще один рельефный лицевой столбик вокруг этого же столбика. Столбик с накидом между следующими 2 столбиками. То есть у нас в этом ряду начинает вот эта полоска, у нас здесь вот она идет полоска вот так. Она в этом ряду начинает расходиться вот так в стороны. То есть здесь у нас столбик с накидом, как обычно, между столбиками, то есть вот 3 петли подъема. Вокруг рельефного, рельефный, 2 петли рельефный. И здесь столбик между столбиками. Все. В этом месте мы выполняем 3 воздушные петли. Арку вот эту следующую мы пропускаем, столбики все пропускаем, а в арку между столбиками выполняем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4-й столбик. Теперь вытягиваем немножко петлю, вытаскиваем крючок, вставляем крючок в первый из этих 4 столбиков. Цепляем рабочую петлю и протягиваем ее через этот столбик. Вот так мы закрыли между собой 4 столбика, и у нас получился попкорн из 4 столбиков с накидом. Теперь у нас 2 воздушные петли. И уже в следующую арку также провязываем сперва 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Вытягиваем петлю, вставляем крючок в первый столбик, цепляем рабочую петлю и протягиваем ее через этот столбик. 2 воздушные петли, накид, опять в следующую арку также попкорн из 4 столбиков с одним накидом. Провязали 4 столбика, закрываем в попкорн. 2 воздушные, накид и последний попкорн. Провязали попкорн. Здесь у нас
3 воздушные петли, раз, два, три, накид, столбик с накидом между столбиками, вокруг рельефного столбика рельефный лицевой, 2 петли, рельефный лицевой и столбик с накидом между столбиками. Все, далее опять 3 петли и пошли опять попкорны. То есть в этом месте у нас вот так получается, и здесь вот так. Вяжем так ряд до конца. 8-й ряд. Выполняем соединительную петлю между столбиками, 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с накидом. Вокруг рельефного столбика выполняем рельефный столбик с одним накидом, столбик лицевой, и столбик с одним накидом в арку 2 воздушных петель, которую мы делали между столбиками рельефными в предыдущем ряду. Теперь выполняем 5 воздушных петель, раз, два, три, 4, 5, накид, столбик с накидом сюда же, в эту же арку, рельефный лицевой вокруг рельефного лицевого и столбик с накидом между столбиками. То есть здесь вот так у нас получается вернулись наши вот эти группы столбиков. Столбик с накидом, рельефный, столбик с накидом. И здесь также столбик с накидом, рельефный, столбик с накидом. И здесь 5 петель. Все, далее. Здесь у нас то же самое. 3 воздушные петли. Раз, два, три. Мы пропускаем попкорн и в арку. Следующую между попкорнами выполняем попкорн. То есть в этом ряду будет 3. Раз, два, три. Выполняем 4 столбика с одним накидом. Раз, два, три, 4 и закрываем в попкорн. 2 воздушные петли, следующий попкорн, в следующую арку 2 воздушных петель, 4 столбика с одним накидом, закрываем вместе, 2 воздушные петли и третий попкорн. Все, здесь у нас 3 воздушные петли. И у нас раппорт повторяется. Выполняем столбик с накидом между столбиками, рельефный. Столбик с накидом в арку. 5 петель и здесь. Вот как мы в начале провязали. Вяжем таким образом ряд до конца. Теперь приступаем к 9-му ряду. Этот ряд у нас будет последний. Мы будем делать вот эти 3 столбика с общей вершиной. Сейчас выполняем соединительную петлю между столбиками, как обычно. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Теперь накид. Вокруг рельефного столбика мы провязываем рельефный лицевой, но не до конца. Провязываем только накид. Вот так оставляем. Теперь накид. Между столбиками провязываем уже столбик с одним накидом, тоже не до конца, провязываем только накид. Вот так у нас 3 петли на крючке, и теперь мы их вместе провязываем. То есть провязали 3 столбика с общей вершиной, 2 обычные по краям и 1 лицевой. В этом месте 3 воздушные петли. В арку из 5 воздушных петель выполняем 5 столбиков с одним накидом и между столбиками пико из 3 воздушных петель. Выполняем первый столбик с одним накидом. Теперь пико. 3 воздушные петли. И в третью петлю от крючка выполняем соединительную. То есть вот сразу, которая после столбика у нас петля, в нее вставляем крючок и выполняем соединительную. Получилось пико. Теперь второй столбик с одним накидом. В эту же арку. Опять пико. Раз, два,
3 воздушные петли, в третью петлю от крючка вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. Третий столбик с одним накидом, пико, 3 воздушные петли, соединительная петля, четвертый столбик с одним накидом, пико, и пятый столбик с одним накидом. То есть у нас получилось здесь 5 столбиков с одним накидом и 4 пико между ними. Вот так. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И здесь мы провязываем вот эти 3 столбика вместе. Между столбиками выполняем столбик с накидом, но не до конца. Вот так у нас 2 петли на крючке. Накид рельефный. Лицевой также. Не до конца. Накид. И между столбиками столбик с накидом. Не до конца. У нас 4 петли на крючке, и мы их вместе провязываем. Теперь у нас 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Здесь провязываем попкорн в следующую арку 2 воздушных петель. Провязали попкорн. Здесь выполняем 2 воздушные петли. Теперь пико из 3 воздушных петель. То есть еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И здесь выполняем соединительную в третью петлю от крючка. Соединительная. И теперь 2 воздушные петли. То есть у нас 2 петли, пико, 2 петли. И теперь здесь уже выполняем следующий попкорн. 1, 2, 3. И четвертый столбик с одним накидом закрываем вместе в попкорн. То есть здесь у нас получилось вот так попкорн, 2 петли пико, 2 петли попкорн. И вот так за это пико мы потом будем блокировать нашу салфетку. Теперь у нас 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И у нас раппорт повторяется. Здесь мы провязываем 3 столбика вместе. Между столбиками столбик с накидом незавершенный, рельефный, незавершенный. И столбик с накидом между столбиками также незавершенный. 4 петли провязываем вместе. Здесь 3 воздушные, также 1, 2, 3. И тут идут у нас 5 столбиков с накидом и пико между ними. То есть в этом месте у нас вот так получается. Мы потом за эти пико будем растягивать и блокировать нашу салфетку. И здесь точно так же. Вот так мы за это пико будем растягивать и вот так блокировать. И таким образом провязываем ряд до конца. И в конце ряда провязываем здесь вот так же эти попкорны. После последнего попкорна 3 воздушные петли. И соединяемся в вершину вот этой первой убавки соединительной петлей. И далее уже можно обрезать нить и спрятать хвостик сзади за петлями, за столбиками. И теперь нам осталось нашу салфетку только заблокировать. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось. Если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. И поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!